Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас видеть всех. Сегодня я вам предлагаю приготовить легкий воздушный салатик. Готовится быстро, съедается еще быстрее. У меня цукини. Здесь ровно 1 килограмм. Такой громадный цукини. Разрежу его пополам и нарежу на полоски. Этот салатик как раз для тех случаев, когда хочется вкусно поесть, но не хочется переедать. Нарезала цукини. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываю цукини. Не солю, не перчу, никакого масла. Сразу на 2 противнях буду выпекать одновременно в предварительно разогретой духовке до 200 градусов. Режим конвекция до готовности. Примерно это будет 20-25 минут. Цукини готовы. Дадим им полностью остыть, а тем временем приготовим крем для прослойки. У меня такой легкий сырный сливочный крем Филадельфия и йогурт греческий 10% жирности. Йогурт немного жидковатый, Филадельфия твердая. Как раз получится та консистенция, которая мне нравится. Немного перца, немного соль, все по вашему вкусу добавляйте, немного орегано, мне нравится орегано, я его практически везде употребляю, 2 зубчика чеснока мелко натереть на терке или раздавить через пресс. Мелко нарезать укроп, добавить к остальным продуктам. Немного укропа оставлю. Все хорошо перемешать. Два помидора нарезать на мелкие кубики. Если у вас помидоры сочные и отдают много сока, просто переложите их на кухонное полотенце. Я так практически всегда делаю, потому что мне не нравится, что салат потом становится весь мокрый, влажный. И начинаем собирать тортик. Готовится очень быстро. И выкладываем на тарелку. Я буду делать 2 слоя кабачков, между ними крем, затем слой помидор. Все хорошо распределяем. Еще 1 слой цукини. Вкусно и просто. Теперь мелко нарезанные помидоры. Чередовать слои вы можете по своему усмотрению, как вам нравится. Никаких правил в сборке нет. Немного укропа сверху. И снова слой цукини. И так продолжаем формировать наш тортик. Всем моим родным и друзьям нравится этот торт. Всегда просят сделать еще. Очень легкий. Тортик готов. Теперь я его отправлю в холодильник на 3-4 часа, чтобы все ароматы перемешались между собой, чтобы он пропитался хорошо нашим кремом. Сверху украшу немного укропом.
Примерно прошло у меня 4 часа. Видите, какой тортик хороший. Он совершенно не мокрый, упругий, нарезается хорошо, красиво смотрится на столе. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вам понравился рецепт. Готовьте с любовью и удовольствием. До новых встреч!